Когда бы мы ни смотрели в ночное небо, картина будет прекрасна, но примерно одинаково. Звезды всегда на своих местах сияют разноцветными огоньками. Разве что какой-то метеорит изредка пролетит между ними, оживив панораму. На самом деле космос просто бурлит. В нем рулят невидимые электромагнитные силы, которые мы обычно не чувствуем. Небесные тела тоже постоянно в делах и выясняют какие-то важные вопросы, обмениваясь сигналами. Иногда между ними возникают конфликты и гремят взрывы. Некоторые звезды вместо катастроф предпочитают светские развлечения. Как заправские модницы, они ухитряются обновлять свой цвет с помощью невозможных на Земле температур. Знаменитая Бетельгейзе когда-то была желтой, сейчас она красная. Потом вновь станет золотистой. И, наконец, взорвется сверхновой, как синий сверхгигант или голубая WR-звезда. А другие светила, похоже, не любят праздность. Они открывают собственное производство и выпускают такие типы материи, с которыми мы практически никогда не сталкиваемся на Земле. Во Вселенной вообще очень много странных вещей, которых не увидишь на нашей планете, но мы можем отправиться в космическое путешествие, чтобы больше о них узнать. Собирайтесь в путь и полетели. Самую короткую дорогу нам укажет нечто вроде космического GPS, подготовленного НАСА. Специалисты космического агентства выделили самые странные события, которые происходят почти исключительно в открытом космосе. Первое связано с материей, из которой состоим мы с вами, наша планета и вся Вселенная. На Земле вещество обычно принимает одно из трех состояний – твердое, жидкое или газообразное. Но в космосе 99,9% его находится в совершенно иной форме – плазмы. Плазма появляется, когда материя нагревается до экстремальных температур или подвергается воздействию сильного электрического тока. Такая материя включает свободные ионы и электроны в сверхзаряженном состоянии, которые выходят за пределы физических характеристик газа. Ее можно получить искусственным путем, и в больших городах мы каждый день по вечерам видим это в удивительном свете неоновых вывесок. В них используется неоновый газ и технология ионизации для генерации плазмы. Когда высокое давление воздействует на неоновый газ в стеклянной трубке, его атомы ионизируются. Внутри газа появляются ионные частицы и электроны. Наряду с искусственной мы можем наблюдать на Земле и природную плазму, правда, очень редко. Если не опасаетесь, то выйдите на улицу в грозу и посмотрите на небо. Яркие разряды молний – как раз та самая плазма, о которой мы говорим. В принципе, этим и заканчивается список мест, где мы можем с ней познакомиться. Но где тогда прячется вся остальная плазма? Ведь по утверждению специалистов она составляет почти все видимое вещество. Чтобы это выяснить, нужно еще раз выйти на улицу и посмотреть вверх. Только ночью и в ясный день. Все, что вы увидите, как раз и есть плазма. Из нее состоят звезды, которые сияют в небе. Мы знаем, что эти светила очень далеко от нас. Даже Солнце находится в среднем на расстоянии 150 миллионов километров от Земли. Возможно, потому астрономам так трудно разобраться в процессах, протекающих внутри звезд, и понять тонкости образования космической плазмы. Вместе с тем, о ней уже многое известно. Плазма – очень странное состояние материи. В сравнении с газом, где отдельные частицы хаотично носятся внутри вещества, она может действовать коллективно, как команда. Плазма одновременно проводит электричество и находится под влиянием электромагнитных полей. Эти поля способны управлять движением заряженных частиц внутри вещества и порой разгонять их до безумных скоростей. Космос переполнен такими невидимыми магнитными полями, которые формируют пути плазмы. На Солнце они запускают солнечные вспышки, которые являются причиной выбросов плазмы или солнечного ветра. Ученые отмечают, что во время периода очень высокой активности на нашей звезде возникают огромные пятна. Они-то как раз и являются источниками извержения плазмы.
Но кроме этого на светиле постоянно действуют дугообразные столбы из плазмы, большие петли, известные как солнечные протуберанцы. Иногда они простираются очень далеко в космос. Такие протуберанцы могут оторваться от Солнца. Тогда потоки плазмы кружат в Солнечной системе, вновь и вновь меняя свой путь. Похоже, подобные невероятные турне по пространству им очень по душе. Совсем как и нам, космическим путешественникам. А если огромный поток частиц добирается до Земли, то в нашей жизни начинается хаос. Солнечный ветер сталкивается с нашим магнитным полем, которое заставляет компасы указывать на север. Этот щит направляет плазму вокруг планеты, не давая ей пробиться внутрь. Но нередко солнечный ветер прорывает оборонительный рубеж и получает возможность управлять энергетическими процессами в атмосфере. К ним относятся великолепное полярное сияние и солнечные бури. Да и сама плазма со стороны порой представляет очень живописное зрелище. Недавно астрофотограф Эндрю Маккарти смог поймать на фото ее гигантский поток, которым Солнце выстрелило в пространство. Он устремился в космос со скоростью около 161 тысячи километров в час. Поток распространился на 160 тысяч километров вокруг светила, что более чем в 12 раз превышает диаметр Земли. Если такие вспышки направлены в сторону нашей планеты, то могут причинить многие неприятности, например, повредить спутники и телекоммуникации. И сейчас, когда Солнце находится на пике своей активности, мы регулярно сталкиваемся с подобными ударами. Так, недавно в течение часа Солнце выбрасывало интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, которое достигло Земли 24 октября. Это привело к радиоблэкауту над Австралией и Юго-Восточной Азией. Коротковолновая радиосвязь в регионах была временно нарушена, поскольку излучение при взаимодействии с частицами атмосферы Земли заблокировало радиосигналы. Если посмотреть дальше в космос, то там все происходит примерно так же. Другие звезды тоже могут выбрасывать потоки плазмы, и даже черные дыры замечены в подобных развлечениях. На Земле нет подобного экстрима, хотя от Сибири до Сахары можно встретить широкий диапазон температур. Рекорды, которые отмечены метеорологами, от плюс 57 градусов до минус 89. Даже эти показатели по обоим концам шкалы кажутся нам сущим адом. А вот для космоса, как можно понять на примере джетов, это очень средние температуры. Но может это исключение из правил? Попробуем в этом разобраться. Возьмем сначала Солнечную систему. У наших соседок, планет без изолирующей атмосферы, температура резко колеблется между днем и ночью. Самые безумные погодные качели мы найдем на Меркурии. Там регулярно бывают дни с температурой около 449 градусов и ночи, когда холод достигает минус 171 градуса. В открытом космосе некоторые искусственные аппараты тоже испытывают существенную разницу между солнечной и теневой сторонами. В среднем колебания равны 33 градусам. Похоже на то, как если бы стакан воды в тени замерз в жаркий летний день. Но это еще не рекорд. Для солнечного зонда НАСА Паркер при максимальном приближении со светилом подобная разница между освещенной и темной стороной составила более 2000 градусов. Спутникам и приборам, которые НАСА отправляет в космос, трудно выдержать такие перепады, и их приходится от этого защищать. Например, обсерватория солнечной динамики проводит большую часть времени под прямыми солнечными лучами. Но несколько раз в год ее орбита попадает в тень Земли. Тогда температура солнечных панелей, обращенных к Солнцу, падает на 158 градусов. В это время включаются бортовые обогреватели и так прогревают обсерваторию, что колебания температуры не превышают половины градуса. Аналогично костюмы астронавтов рассчитаны на температуру от минус 157 до 121 градуса. Скафандры белые, чтобы отражать свет Солнца, а обогреватели размещены по всей внутренней части корабля.
Также одежда членов экипажа обеспечивает внутри помещений постоянное давление и наличие кислорода, защищает от ударов микрометеоритов и ультрафиолетового излучения Солнца. Когда-нибудь астронавты отправятся еще дальше в космос, и там, конечно, им понадобится совершенно другая, более серьезная экипировка. На далеких экзопланетах вот где настоящий температурный экстрим. Больше всех здесь отличилась Кельт 9b из созвездия Лебедь, до которой 650 световых лет от Земли. Она разогрелась сильнее, чем некоторые звезды. Родительское светило под стать этой горячей штучке. Бело-голубая звезда Кельт 9 имеет температуру 9897 градусов, то есть 176% солнечной. Экзопланета движется по небу буквально за руку со своим Солнцем, находясь от него на расстоянии 0,03 астрономической единицы. Кельт 9b совершает оборот вокруг звезды всего за 1,48 суток, потому так раскалена. На дневной стороне планеты, которая всегда повернута к звезде одним полушарием, температура может достигать 4300 градусов Цельсия. Для сравнения, на Солнце в среднем она составляет около 5500 градусов Цельсия. По сути, дневная сторона Кельт 9b имеет температуру таких звезд, как оранжевые карлики. Впрочем, ее темная сторона, которая никогда не освещается Солнцем, конечно, намного холоднее, но тоже не порадует приятной прохладой. На этом полушарии жара достигает 2000 градусов. В целом же планета-печь получает от своей звезды в 44 тысячи раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Невероятно высокие температуры превращают Кельт 9b в очень странный мир, где повреждается структура химических элементов. Молекулы газообразного водорода, вероятно, разрываются на дневной стороне. Они не могут повторно сформироваться, пока их разрозненные атомы не перетекут на ночную сторону планеты. Даже железо и титан на экзопланете находятся в газообразном состоянии. Еще из-за экстремального излучения звезды атмосфера Кельт 9b раздулась как воздушный шар. В результате этот газовый гигант оказался рыхлым, подобно сладкой вате. Он в 2,8 раза массивнее Юпитера, но в 2 раза менее плотный. Согласитесь, как-то не хочется близко знакомиться со столь ужасным миром. Зато если нужно из космоса сделать на память о путешествии уникальный снимок, это как раз тот случай. У Кельт 9 есть великолепный яркий шлейф из раскаленных газов, который отлично выйдет на фото. Его образует материя, испарившаяся с поверхности планеты под воздействием мощного ультрафиолетового излучения своего светила. Сама поверхность этого мира тоже, вероятно, окажется впечатляющей. Ученые считают, что на ней кипят и плещутся океаны раскаленной лавы. И все же по сравнению с самыми горячими звездами на Кельт 9b, можно сказать, климат довольно умеренный. Давайте посмотрим на WR-102, который относится к классу звезд Вольфа-Райе. Подобные голубоватые светила крайне редки и славятся своим ярким сиянием. WR-102 относится к еще более уникальному спектральному подклассу WO2. Так называют богатые кислородом звезды Вольфа-Райе. Их известно всего лишь 4 в Млечном Пути и 5 в других галактиках. Звезды Вольфа-Райе самые массивные и горячие во всем мироздании. Так температура WR-102 почти 210 тысяч градусов, а светимость атмосферы приравнивается к 282 тысячам солнечных. Звезды, по мнению ученых НАСА, вообще те еще алхимики. Они любят заниматься очень странными вещами. Чтобы больше узнать о хобби светил, полетим снова к Солнцу. В старину люди всегда считали его космическим чудом. 500 лет назад ацтеки, например, приносили жертвы, чтобы в небе не погас этот теплый яркий шар. Сейчас мы знаем, что Солнце, как и другие звезды в рассвете сил, раскалены за счет реакции термоядерного синтеза в своих недрах. Каждую секунду наше светило синтезирует около 600 миллионов тонн водорода. Это масса 102 великих пирамид Гизы,
1812 зданий Empire State Building или, по некоторым оценкам, почти всех рыб на Земле. Если нам когда-то удастся воспроизвести подобную реакцию на Земле, то мы получим безграничное количество чистой, безопасной и доступной энергии. Но насколько это реально? Посмотрим, в чем суть термоядерного синтеза. Так называется процесс, в котором легкие элементы уплотняются за счет огромного давления и температуры в новые, более тяжелые элементы. Этот процесс начался еще в молодости Вселенной и длится до сих пор. За это время термоядерный синтез внутри звезд и взрывы сверхновых обеспечили космос более чем 80 новыми элементами. Суть термоядерного синтеза в том, что внутри звезд ядра сталкиваются друг с другом при очень высокой температуре, превышающей 10 миллионов градусов Цельсия. Этого хватает, чтобы преодолеть силу их взаимного электрического отталкивания. Как только подобное происходит, ядра сливаются. Однако здесь есть нюанс. Ядра должны находиться в замкнутом пространстве, что увеличивает вероятность их столкновения. Звезды создают такие условия за счет колоссального давления своей гравитации. В результате происходит реакция ядерного синтеза, которая не только рождает новые элементы, но также высвобождает огромное количество энергии и частиц света, фотонов. Если взять в пример Солнце, то фотонам требуется около 250 тысяч лет, чтобы преодолеть около 700 тысяч километров от ядра и достичь видимой поверхности светила. После этого все происходит, можно сказать, за мгновение. Свету нужно всего 8 минут, чтобы преодолеть 150 миллионов километров до Земли. Повторить это все на Земле кажется практически невозможным. На пути встанет множество препятствий. На Солнце, как мы уже выяснили, термоядерный синтез естественным образом вызывает огромная гравитация звезды. Однако без этой силы для слияния, например, дейтерия и трития, понадобится разогреть их до 100 миллионов градусов Цельсия. Еще придется обеспечить сильное давление в достаточно замкнутом пространстве. Рассчитать нужно так, чтобы термоядерная реакция длилась в течение определенного времени. Это сложные задачи, но многие специалисты сейчас пытаются их решить. Мы уже освоили деление, обратную ядерную реакцию, которая расщепляет тяжелые элементы на более мелкие. При этом выделяется огромное количество энергии. Технология используется на атомных электростанциях и считается очень эффективной. Но ей не сравнится с возможностями термоядерного синтеза. Вот если он когда-то дастся нам в руки, то приз будет небывалым. Термоядерный синтез сможет удовлетворять энергетические потребности человечества в течение миллионов лет. Сырье на Земле для этого имеется в избытке, и его легко добыть. Так дейтерий можно с небольшими затратами добывать из морской воды, а тритий выделить из достаточно широко распространенного в природе лития. Термоядерные реакторы, к тому же, будут достаточно безопасными. Они не станут вырабатывать высокотоксичные в течение очень долгого времени ядерные отходы. И аварии, когда расплавится активная зона термоядерного реактора, практически исключены. Еще одно преимущество такого синтеза – экологическая чистота производства. Во время процесса в атмосферу не выбрасываются углекислые и другие парниковые газы. Все эти преимущества мы когда-то сможем получить, пользуясь технологиями звезд. В копилке светил есть еще кое-что чрезвычайно для нас интересное. Они знают рецепт самого прочного вещества во Вселенной. Позаимствовать технологию мы сможем не у обычной звезды, а нейтронной. Они не редкость в нашем небе. В настоящее время астрономам известно более 3200 нейтронных звезд. Около 90% из них – одиночки, остальные входят в кратные звездные системы. Всего же в Млечном Пути, по оценкам, на 1000 обычных может приходиться приблизительно 1 нейтронная звезда. Как раз они и готовят экзотическое сверхпрочное ядерное тесто по своему особому рецепту. Если мы решим им воспользоваться, вот какие нужно предпринять шаги. Первый шаг – взять большую звезду на поздней стадии эволюции.
Шаг второй – варить светило в собственном соку за счет его жира, пока звезда не взорвется сверхновой. Важно. Процесс может занять миллиард лет, так что придется набраться терпения. Шаг третий. Тщательно замешать все оставшиеся протоны и электроны внутри сморщенного ядра звезды, пока они не образуют твердое тесто из сверхплотных нейтронов. Шаг четвертый – отжать все лишние элементы. Экономить не следует. Применяйте столько гравитации, сколько необходимо для получения хорошего результата. Шаг пятый – скатать нейтронный пласт в геометрическую сферу размером с канадский город Торонто. Когда она покроется запеченной кристаллической корочкой, подать запечатанный до температуры 600 градусов Цельсия. Можно добавить какую-нибудь начинку по вкусу. Соус из образовавшейся после взрыва туманности для этого отлично подойдет. Неизвестно, насколько Вселенной сложно готовить это космическое блюдо, но вот ученым оно прибавило забот. В течение нескольких лет астрофизики занимались разгадкой рецепта небесного деликатеса. Ядерное тесто наподобие того, что замешивала для пирожков ваша бабушка, возможно, практически единственное вещество, способное выжить внутри светила после взрыва сверхновой. Но как ему удается существовать внутри нейтронных звезд сравнительно небольших, невероятно плотных объектов, пока это до конца выяснить не удалось. Зато последние исследования окончательно подтвердили, что ядерное тесто – самый твердый продукт во Вселенной. Группа исследователей из США и Канады провела серию компьютерных симуляций для проверки его прочности. Ученые использовали все данные об условиях формирования нейтронных звезд, которые сегодня известны науке, и попытались разбить пласт космического продукта. Результаты ошеломили исследователей. Оказалось, что для этого требуется примерно в 10 миллиардов раз больше силы, чем для разрушения стали. Большая часть прочности ядерного теста, вероятно, обусловлена его невероятной плотностью. В нейтронных звездах масса целого Солнца или больше упакована в компактное ядро диаметром 20 километров. В НАСА подсчитали, что вес вещества в кусочке такого светила размером с кубик сахара составит более 1 миллиарда тонн. Примерно столько же весит гора Эверест. Другие исследования показали, что сравнение с горой в данном случае пришлось прямо в точку. Ядерное тесто в нейтронных звездах настолько плотно упаковано, что его пласты наслаиваются друг на друга. Образуются небольшие горы, способные изнутри как бы немного приподнимать кору некоторых нейтронных звезд, которые вращаются чрезвычайно быстро. Нейтронные горы теоретически способны создавать вокруг себя рябь в пространстве времени или гравитационные волны. Волны могут появляться еще из-за столкновения двух нейтронных звезд друг с другом. Это очень редкое явление, однако в 2017 году детекторы LIGO-Virgo обнаружили импульс гравитационной волны, названный GW-170-817. Он предположительно связан со слиянием двух нейтронных звезд в эллиптической галактике NGC 4993 из созвездия Гидры. Имеет ли отношение ядерное тесто к этому и другим подобным событиям? Сейчас ученые проводят исследования, чтобы все выяснить. Еще они пытаются разобраться с некими космическими силами, которые окружили Землю кольцом из странных вспышек. Каждый день они происходят в космосе вокруг Земли. Только мы не видим этих фейерверков. Они происходят, когда потоки заряженных частиц или солнечный ветер врезаются в магнитосферу нашей планеты. Он запутывает магнитные поля Солнца и Земли. В конце концов, эти линии рвутся и перестраиваются, отстреливая близлежащие заряженные частицы. Такие взрывные события называются магнитным пересоединением. Хотя мы не способны увидеть подобный процесс невооруженным глазом, иногда можем наблюдать его последствия. Некоторые из возмущенных частиц проникают в верхние слои атмосферы Земли, и тогда в нашем небе вспыхивают яркие и красочные полярные сияния. Миссия НАСА под названием ММС, которая состоит из 4 спутников, измеряет силу таких явлений. Аппараты изучают магнитопаузу Земли, то есть границу магнитного поля нашей планеты.
В этой области пересоединения магнитного поля создают шквальные потоки тепла и кинетической энергии, потому исследования проводить очень сложно. Тем не менее, работа продвигается, и недавно, например, обнаружены необычные явления в хвосте магнитосферы. Да, возможно, это не самый известный факт, но магнитное поле Земли имеет хвост. Когда солнечный ветер бьет по планете, он оставляет после себя длинный след, который тянется в виде хвоста. И это очень неспокойный шлейф. В хвосте магнитосферы постоянно бушуют многочисленные магнитные бури. Одна из них устроила для ученых настоящий квест, неожиданно исчезнув. Астрономы обнаружили ее признаки в хвосте магнитосферы, но вот самой бури там не нашли. Миссия ММС сейчас занимается разгадкой этого явления. Оно должно сопровождаться сильными электрическими токами и колебаниями магнитного поля. Но спутники так и не обнаружили следов ни одного, ни другого. Вполне возможно, что эта необычная буря была локализирована в маленькой области неба. Тогда отыскать в небе ее отголоски практически невозможно. Тем не менее, ученые не сдаются. В следующем году спутники ММС будут измерять магнитные пересоединения напрямую в магнитном поле планеты. В это же время другая группа исследователей с Земли начнет проводить моделирование магнитного поля, чтобы понять, как оно себя ведет. Сравнивая результаты, ученые надеются пройти квест, отыскав исчезнувшую бурю и понять механизм ее маскировки. Тогда удастся лучше изучить точную взаимосвязь между магнитным пересоединением и событиями, которые они вызывают. Причем не только вокруг Земли. Если мы полетим дальше в космос, то тоже сможем наблюдать там подобные процессы. Присоединение происходит по всей Вселенной, где возникают скручивающиеся магнитные поля, и ученым уже кое-что известно о последствиях этого. Посмотрим на определенный тип черных дыр, вращающихся, которые названы в честь новозеландского астрофизика Роя Керра. Модели показали, что такие дыры окружены сильно намагниченной плазмой, но быстро теряют магнитное поле. Это является причиной выбросов жесткого рентгеновского излучения из магнитосферы монстра. Почему так происходит? Чтобы ответить на вопрос, нужно ближе познакомиться с черными дырами Керра. Некоторые из них рождаются в результате коллапса намагниченных звезд. Они наследуют магнитное поле своих светил, которое пронизывает горизонт событий дыр. Также монстр может приобрести собственное магнитное поле в результате слияния с намагниченной нейтронной звездой. Из-за этого у него появляются волосы в виде силовых линий магнитного поля, но ненадолго. В вакууме любое безмассовое поле быстро улетучивается, оставляя черную дыру лысой. Тогда как раз и происходит перезамыкание магнитных линий. В результате они вытягиваются, разрываются, а затем соединяются вновь в виде магнитных петель, содержащих плазму. Образовавшиеся плазмоиды либо падают за горизонт событий, либо улетают от черной дыры на немыслимых скоростях. Астрономы из Университета Массачусетса недавно столкнулись с другим удивительным явлением прямо в центре Млечного Пути. Они засекли невиданный ранее источник энергии с помощью телескопа Чандра. Сердце нашей галактики практически невозможно увидеть в оптическом свете за плотной пеленой из газа и пыли. Но Чандра в рентгеновском диапазоне отлично проникает сквозь такой туман. Обсерватория смогла зафиксировать в этой области пару рентгеновских шлейфов рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец-А со звездочкой. Еще более интригующим стало наблюдение рентгеновской нити под названием G0.17-0.41, расположенной вблизи южного шлейфа. Эта нить раскрывает новое явление, которое свидетельствует об активном процессе магнитного присоединения. Обычно магнитное присоединение происходит, когда два противоположных поля сталкиваются друг с другом, высвобождая огромное количество энергии. Однако странная нить намекает на ранее неизвестный межзвездный механизм. Он может управлять потоком энергии и, возможно, даже эволюцией Млечного Пути.
Но каково общее количество энергии исходит из центра галактики? Как производится и транспортируется эта сила? Влияет ли процесс на галактическую экосистему? Это пока еще неизвестно. Однако данные обсерватории Чандра указывают путь к разгадкам сложных магнитных маневров, которые проводит Вселенная. Впрочем, в космосе и более простые, обыденные вещи порой приобретают удивительные свойства. Так, на Земле существует простой способ передачи энергии. Стоит только подтолкнуть что-то, и дело сделано. Мы часто можем увидеть подобные явления, например, когда ветер заставляет деревья качаться. Нам это кажется естественным и единственно возможным ходом событий. А что вы скажете о силах, которые способны передавать энергию, даже не соприкасаясь? Это кажется фантастикой, но только не для космических сил. Давайте посмотрим, как все происходит. При ударах в пространстве энергия передается через плазменные волны, электрические и магнитные поля. Чтобы лучше понять процесс, представьте себе частицы как стаю птиц, летящих вместе. Если попутный ветер подхватывает и толкает птиц, они движутся быстрее. При этом нам кажется, что пернатых ничто не подгоняет. Частицы ведут себя примерно так же, когда они внезапно сталкиваются с магнитным полем. Оно может дать частицам толчок вперед, передав энергию через невидимые ударные волны. Когда поток, который движется со сверхзвуковой скоростью, сталкивается с неподвижным объектом, он образует главную ударную волну. Она мало чем отличается от основной волны впереди лодки, стоящей на якоре в быстром течении воды. Такое же явление еще создает солнечный ветер, когда врезается в магнитное поле Земли. Подобные удары появляются и в других местах космоса. Например, астрономы фиксируют их вокруг активных сверхновых, выбрасывающих облака плазмы. В редких случаях явление может временно создаваться на Земле. Это происходит, когда пули или самолеты движутся быстрее скорости звука. Все эти странные события, как считают в НАСА, распространены в космосе. Хотя некоторые можно воспроизвести в специальных лабораторных условиях, большинство таких вещей нельзя наблюдать в обычных условиях на Земле. НАСА активно изучает космический handmade, чтобы больше узнать о механизмах работы Вселенной и, если получится, перенять ее опыт. И может странная космическая сигнализация, опутавшая пространство, способна многое нам подсказать. Повсюду во Вселенной проведены подобные, конечно же, условные провода связи. Астрономы получают сигналы от звезд, сверхновых, активных ядер галактик или даже газовых облаков. Однако некоторые космические сообщения такие странные, что установить их отправителей или определить природу крайне сложно. Один из таких сигналов недавно просто шокировал астрономов. Он исходил из области вблизи нейтронной звезды и впервые был инфракрасным. Исследователи нашли его среди данных космического телескопа Хаббл. В том регионе неба находится пульсар RX-J0806.4-4123. Возможно, это он отправил нам послание с расстояния около 800 световых лет. У ученых уже есть несколько идей насчет этого сигнала. Они связаны с природой нейтронных звезд. Давайте коротко еще раз в ней разберемся. Когда светило достигает конца своей жизни, то обычно взрывается сверхновой. Затем звезды с очень большой массой обычно превращаются в черные дыры, а меньшие образуют нейтронные звезды, состоящие из плотно упакованных нейтронов. Если такие объекты сильно намагничены и вращаются достаточно быстро, чтобы генерировать электромагнитные волны, их называют пульсарами. Обычно нейтронные звезды испускают радиоволны или рентгеновские лучи более высокой энергии. А сигнал, о котором мы говорим, не только был инфракрасным, но и распространился по большой площади пространства на 200 астрономических единиц. Это в 5 раз дальше средней орбиты Плутона от Солнца. Такая протяженность не характерна для колебаний в инфракрасном диапазоне. Для этого не хватит силы одной нейтронной звезды. Сигнал явно включает что-то еще. Что именно?
Давайте подлетим поближе к RX J0806.4-4123. Попробуем разобраться, как мертвая звезда умудрилась обзавестись столь мощной сигнализацией. Она признана одним из ближних к Солнцу рентгеновских пульсаров и даже входит в элитную тусовку из 7 таких же светил. Астрономы называют их «великолепной семеркой» и считают всех очень странными персонажами. Они, похоже, никуда не спешат и вращаются гораздо медленнее, чем большинство пульсаров. Так, один оборот RX J0806.4-4123 занимает 11 секунд, тогда как обычно пульсары вращаются за доли секунды. И все они довольно горячие штучки. Температура этих звезд намного выше, чем получается в моделях ученых. Исследователи предположили две версии того, что могло оказаться вблизи RX J0806.4-4123 и включило его сигнализацию. В первой гипотезе предполагается, что это гигантский диск из материи после взрыва сверхновой. Он может простираться на 29 миллиардов километров в поперечнике. Внутренняя часть диска, вероятно, должна иметь достаточно энергии для производства инфракрасного света. Это также объясняет, почему пульсар такой горячий и вращается настолько медленно. Диски в прошлом могли обеспечить некоторое дополнительное нагревание RX J0806.4-4123 и замедлить его вращение. Второе объяснение заключается в том, что инфракрасный сигнал, возможно, исходит от близлежащей туманности пульсарного ветра. Откуда берутся подобные космические бури? Пульсарный ветер образуется, когда электроны ускоряются в электрическом поле из-за быстрого вращения нейтронной звезды и ее сильного магнитного поля. Когда такое светило вращается быстрее скорости звука, оно влияет на межзвездную среду. Это пространство заполнено крошечными частицами газа и пыли, которые находятся между крупными небесными объектами. Взаимодействие межзвездной среды и пульсарного ветра может создать так называемую пульсарную туманность. Как раз она, согласно моделям, должна испускать инфракрасное излучение. Однако обычно подобные туманности, согласно наблюдениям, излучают в рентгеновском спектре. По этой причине порывы пульсарного ветра только в инфракрасном диапазоне выглядят для астрономов очень странными и требуют дальнейшего изучения. Тем временем в сети астрономов попала богатая добыча. Недавно обнаружены 13 загадочных сигналов, включая один, который повторялся с одного и того же места в течение нескольких месяцев. Эти сигналы известны как быстрые радиовсплески, мегасильные и сверхяркие, которые длятся всего несколько миллисекунд. Как полагают ученые, всплески происходят очень далеко, за миллиарды световых лет от нас, хотя их точное местонахождение неизвестно. Первый из них зарегистрирован в 2007 году, и с тех пор число подобных находок постоянно растет. В настоящее время их известно около 60. Сюда входит и серия из 13 радиосигналов, которые ученые всего за 2 месяца уловили в небе с помощью радиотелескопа CHIME. Среди них особенно загадочными астрономы считают 7 всплесков, которые произошли на расстоянии примерно в 1,5 миллиарда световых лет от Земли. Они зарегистрированы на частоте 400 МГц, самой низкой среди подобных радиосигналов, обнаруженных до сих пор. И всего во второй раз короткие всплески, как автоматная очередь, ударили 6 раз подряд в течение нескольких месяцев. По словам авторов исследования, это повторение исключает возникновение сигналов в результате какой-то космической катастрофы, например, сверхновой. Такие взрывы звезд происходят достаточно редко и не могут следовать залпами, причем в одном регионе космоса. Сейчас исследователи рассматривают несколько теорий происхождения этих взрывов. Короткие радиовсплески, например, в теории способны вызывать излучение, которое выбрасывают сверхмассивные черные дыры. Или даже, по мнению американского астрофизика Ави Леба, всплески могут оказаться импульсами инопланетного космического корабля. Пока в научном мире не исключают эту версию, хотя и считают ее маловероятной.
Серия коротких радиовсплесков скорее дала астрономам надежду, что такие явления гораздо более распространены в космосе, чем считалось ранее. Просто на современном этапе развития технологий их трудно обнаружить. И не будем забывать, что последние всплески впервые зафиксированы на частоте 400 МГц. Можно предположить, что сигналы с еще более низкими частотами постоянно проносятся мимо нашей планеты. Астрономы уверены, что скоро сумеют их засечь. А пока ученые делают другие странные находки. Некоторые из них выбиваются за рамки того, что нам уже известно о Вселенной. Какая небесная сила, например, выкурила в космосе нечто вроде гигантской трубки мира? По крайней мере, на такую мысль наводят призрачные дымовые кольца, которые заметили астрономы. Если говорить точнее, это огромные размытые круги радиоизлучения, висящие в небе. Сначала исследователи засекли один из кругов и не смогли его идентифицировать. Никто раньше не видел в космосе ничего подобного. Вскоре нашли второе кольцо, а затем еще несколько. Таинственные круглые пятна назвали ORC, что означает «нечетные радиокруги». Остался главный вопрос: что же все-таки за объекты попали на снимки? Пока об этом сведений мало. Например, астрономы еще не ответили на вопрос, далеко от нас туманные кольца или близко. Эти объекты могут быть в Млечном Пути и размером не превышать нескольких световых лет в поперечнике. Или же кольца дымятся где-то в других галактиках, а в поперечнике достигают миллионов световых лет. С их природой все еще сложнее. Астрономы считают, что ORC не гигантские лепестки излучения струй электронов, вылетающих из сверхмассивных черных дыр в радиогалактиках. Оба явления очень сходны, но ORC имеют четко выраженную круглую форму, в отличие от запутанных облаков известных радиогалактик. Версия об остатках сверхновой тоже не подходит. Призрачные круги для этого чересчур далеки от большинства звезд в Млечном Пути, и их слишком много. Могут ли это быть кольца Эйнштейна? Такие украшения дарят Вселенной радиоволны из отдаленных галактик, которые изгибаются в круг под влиянием гравитационного поля галактических скоплений. Но нет, дымчатые круги для этого слишком симметричны, и ученые не видят скопления в их центре. Есть и другие теории, однако ни одна из них не объясняет природу призрачных кругов. Тем временем в поле зрения астрономов попадают все новые призрачные кольца. Их общее количество теоретически оценивается примерно в 1000 или даже больше. Поиски недостающих облачных структур сейчас ведут телескопы по всему миру. Сложность в том, что ORC чрезвычайно слабые, так что их трудно заметить и изучить. Но рано или поздно астрономы с помощью продвинутых телескопов в этом разберутся, как и с другими странными вещами во Вселенной. А их, как мы убедились, во время путешествия в небе хватает. В эту категорию попадает даже космическая пустота или вакуум. Мы его не видим и не ощущаем. Попробуйте, например, просто хлопнуть по пустоте рукой. Никакого эффекта, конечно, не будет. Но на самом деле в вакууме происходят просто фантастические вещи. Космическая пустота представляет собой бурлящий коктейль из субатомных частиц. Они постоянно возникают, уничтожаются, а затем как зомби воскресают вновь. И так без конца. Этот удивительный круговорот определяется квантовой природой частиц. Электроны, фотоны, нейтрино и другие, согласно правилам квантового мира, не являются тем, чем кажутся. Они представляют собой часть гораздо большей и сложной структуры – квантового поля, которое впитывают каждый кусочек пространства и времени. У всех частиц есть отдельное квантовое поле. У электронов оно свое, у фотонов тоже и так далее. Когда поля вибрируют, появляются частицы, а когда затихают – исчезают. То есть то, что мы называем частицами, является локализованной вибрацией квантового поля. Такие колебания происходят постоянно, даже если их силы недостаточно, чтобы создать частицу. Получается, что настоящего вакуума не существует. Он из чего-то состоит, а также обладает собственной энергией. И эта пустота порой бывает для нас очень опасна.
Представьте, что вы космонавт и исследуете околоземное пространство. Внезапно вас по какой-то причине выбросило из шлюза космического корабля. Что бы случилось с вашим телом без защитного скафандра? В НАСА говорят, что смерть наступила бы в течение нескольких минут. За это время космический вакуум вытянул бы воздух из ваших легких, и вы бы задохнулись. Но человек для вакуума – легкая и мелкая добыча. Пустота, вероятно, не прочь поохотиться и по-крупному. Вся Вселенная – вот ее самый желанный приз. По крайней мере, так некоторые ученые объясняют один очень странный феномен. На краю Вселенной массово тухнут галактики. Почему? Точно неизвестно. Возможно, в этом виноват вакуумный распад. Но как пустота, которая вроде бы особой силой не обладает, может справиться с целой галактикой? Вот какое объяснение дают исследователи. Сейчас мы существуем в мире, где энергетический уровень стабильный. Это состояние называют ложным вакуумом и сравнивают его с равниной. Однако, возможно, когда-то из-за некой встряски или другого события на этой равнине возникнет как бы энергетическая впадина. В результате уровень энергии во Вселенной снизится до минимума. Тогда ложный вакуум начнет распадаться, уступая место истинному вакууму. И этот процесс, согласно одной из версий астрофизиков, уже начался. Именно он превращает галактики на окраинах Вселенной в ничто. Правда, это далеко не идеальное объяснение катастрофы. По наблюдениям астрономов, галактики тухнут медленно, а вакуумный распад должен происходить со скоростью света. К примеру, он уничтожил бы Землю всего за несколько секунд. Но в любом случае не стоит переживать за нашу планету. Даже если в конце Вселенной и начался вакуумный распад, до нас он доберется лишь через миллиарды лет. У нас есть время, чтобы разобраться с вакуумом и со многими другими странностями Вселенной. Сейчас ученые, например, активно ловят нейтрино, электрически нейтральные, практически безмассовые элементарные частицы. Их пытаются найти с помощью специальных детекторов, которые встраивают под землю, под дно морское или в большие куски льда в рамках проекта IceCube. Для нейтрино добраться в такие далекие уголки Вселенной ничего не стоит. Теоретически невероятные частицы могут беспрепятственно проникать куда угодно, даже сквозь километры свинца. Некоторые из них, пока вы смотрите наши видео, проходят сквозь ваше тело. Эти фантомы наверняка прилетают издалека, ведь всех их выковывают звезды в огне своих термоядерных реакций, а также взрывах сверхновыми. Белые карлики и нейтронные звезды, несмотря на то, что считаются мертвыми, тоже умудряются из глубин своих саваннов прибавить загадок. Они способны творить очень странные вещи, например, создавать вырожденный электронный газ. Мы обязательно познакомимся с такими космическими чудесами во время очередного путешествия, как только ученые внесут их координаты в систему космического GPS.